времени суток. Сегодня речь пойдет о приемнике Tricolor GS8306 и о проблеме, которая связана с ним. Значит, во время поиска на 162 или 163 канале поиск застревает и дальше не продвигается, и приемник зависает. Чтобы эту проблему устранить, не нужно идти пытаться настраивать антенну, не нужно сбрасывать до заводских настроек приемник, это все лишнее, а нужно его обновить. Чтобы обновить данный приемник, нам необходимо посетить данный ресурс, ссылочку оставлю в описании, скачать пакет обновления к нему. В общем, загрузится и продолжим. Итак, наш файлик загрузился. Я вытащил на рабочий стол, вот он. Откроем его. В данном случае это архив. Вытащим из него все содержимое на рабочий стол. Здесь есть файлик readme, в дальнейшем он нам пригодится. Вставляем в компьютер флешку. Я это уже сделал. Форматируем флешку правой кнопкой мыши. Файловая система FAT32. Нам необходимо. Форматируем. Итак, форматирование завершено. Теперь на нашу пустую флешку закидываем из архива два файла, кроме readme. Readme закидывать не надо. Flash16 и SSU GCC. В общем, эти два файлика закидываем на флешку в корневой каталог. Больше ничего на флешке быть не должно. Еще раз повторю, мы будем обновлять наш приемник Tricolor. Итак, можно извлекать флешку и идти к приемнику, но прежде неплохо ознакомиться с файлом readme. Здесь описан весь процесс обновления приемника. Я, конечно же, вам его покажу, но на всякий случай файлик прочесть будет не лишним. Идем к приемнику и продолжаем. Берем флешку, на которую записали обновление. Вот наш приемник. General Satellite GS8306. Значит, чтобы вставить флешку, разворачиваем приемник оборотной стороной к нам. Кстати, чуть не забыл, сначала из розетки вытащить надо блок питания, а лишь после этого вставлять флешку. Вот USB разъем. Вставляем в него флешку. Разворачиваем обратно. Ничего не нажимая, включаем приемник в розетку. И ждем. Если необходимо включить кнопку питания, то включаем, хотя она включается автоматически. Теперь только остается ждать где-то 5 минут. Сейчас что должно происходить? Два диода, нижний и верхний, над кнопкой питания. Сейчас нижний погаснет, верхний останется гореть тускло, а нижний будет периодически мигать. Примерно раз в 20 или 30 секунд. Еще раз говорю, прошивка займет не более 5 минут. По завершению прошивки оба диода погаснут, вы это увидите. Снять, к сожалению, весь процесс прошивки приемника, но это нам и не надо. Значит, еще раз расскажу, как это происходило. Значит, верхний диод горел тускло, нижний мигал с периодичностью 20 секунд, затем оба погасли. Я подождал 10 секунд, затем вытащил из розетки блок приемника, вытащил флешку,
Включил приемник, осуществил первоначальную настройку. Как ее делать, я тоже показывать не буду. И проблема исчезла. Поиск каналов прошел прекрасно. И приемник получил новый интерфейс. И на экране монитора все каналы показывают. Что еще следует знать по этому поводу? То, что во время прошивки на экране телевизора, монитора ничего отображаться не будет. Не пугайтесь. А также инструкция прилагается, так что вы всегда можете ее прочитать. Таким образом мы устранили проблему. Всего доброго, спасибо за внимание.